Thundercats with top elapsed time on our Klondike clocks at 9.12 seconds. 60-е годы прошлого века были, несомненно, золотой эпохой американского хот-родинга. Именно в этот период на свет начали появляться самые невероятные, а иногда и просто дикие дрэгстеры. И по части создания наиболее экстремальных машин для дрэга в этой эпохе практически не было равных мистеру Джиму Литлу-младшему, который строил настоящих монстров с могучими авиационными двигателями Эллисон. Джим Литтл был не просто выдающимся механиком и инженером. Он также обладал богатым воображением, без которого он вряд ли смог бы создавать свои удивительные машины. Рожденный в Мичигане, Литтл со временем перебрался в Сан-Антонио в Техасе, где и построил один из своих первых серьезных дрэгстеров, использовав кузов и шасси от Ford Coupe 1932 года и двигатель Chrysler Hemi. История этого автомобиля была напечатана в майском выпуске журнала Hot Rod 1961 года, и именно с этого началось восхождение Джима Литтла на Олимп американского хот-родинга. В возрасте 24 лет Литтл перебрался в Калифорнию, где хот-родерское движение было особенно развито. На западном побережье существовало огромное множество мастерских и магазинчиков, торгующих всеми необходимыми запчастями, чтобы любой энтузиаст смог построить машину своей мечты без особых финансовых затрат. В одной из таких мастерских Литтл наткнулся на двигатель Ellison V12. Авиационные двигатели Ellison V12 V1710 производила фирма Ellison Engine Company в сотрудничестве с General Motors. Число 1710 в названии означает рабочий объем мотора в кубических дюймах, что в более понятных единицах исчисления составляет 28 литров. V1710 использовался на многих американских самолетах эпохи Второй мировой войны, начиная с легких истребителей P-39 Airacobra и заканчивая тяжелыми двухмоторными машинами P-38 Lightning. Если самые первые версии Ellison V12 1710 развивали мощность в 1000 лошадиных сил, то с течением времени инженерам удалось выжать из них 1500, а затем и 1875 сил. К концу войны было построено почти 70 тысяч двигателей Ellison V12, но когда потребность армии в них отпала, Эллисоны в различной степени сохранности начали появляться на гражданском рынке. Свой первый хот-род с двигателем Ellison Джим Литтл-младший построил в самом начале 60-х, использовав в качестве основы модель Ford Tudor 1934 года. Машина, получившая имя Big L, оказалась настолько быстрой, что стальные панели оригинального кузова не выдерживали нагрузки и просто отваливались во время заезда. По этой причине в 1964 году Литтл заменил оригинальный кузов на цельный стеклопластиковый элемент. Так на свет появился Big L2, первый в истории дрэгстер с цельным фибергласовым кузовом, ставший предшественником фанни-каров. Both cars are pre-staged. Neither driver wants to stage first. Finally, Goldstein does. Moss moves in behind him, and it's a beautiful start. What a finish! На трассе Lions Drag Strip в Лонг-Бич большой L2 сумел пройти дистанцию в четверть мили за 9,31 секунды с выходной скоростью в 262 км в час. Обратите внимание на дичайший чоппинг крыши, из-за которого окна превратились в узенькие амбразуры. На самом деле это вовсе не окна, а всего лишь их подобие, поскольку сиденье водителя расположено таким образом, чтобы его голова располагалась над линией крыши. Джим Литтл продал большого Элла в том же 1964 году, когда и построил, и сразу же приступил к разработке новых проектов с двигателями Ellison V12. В частности, на свет появился бескапотный грузовик White 3000, способный разгоняться до скорости в 232 км в час, и совершенно чумовая машинка по имени LZ. Она была построена на основе немецкой мотоколяски BMW Isetta, под кузовом которой огромный самолетный двигатель едва-едва помещался. LZ-ту Литтл построил в 1966 году, а годом ранее он взялся за свой самый амбициозный и знаменитый проект – монстр по имени Quad L. Использовавшая некоторые кузовные элементы от Fiat Topolino, это восьмиколесное четырехмоторное полноприводное чудовище с 96 выхлопными трубами было построено в 1965 году.
А в 1974-м оно было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый мощный автомобиль всех времен с поршневым двигателем. И на то действительно были причины. Суммарная мощность доработанных Литлом двигателей Эллисон общим объемом в 112 литров составляла 12 тысяч лошадиных сил, а крутящий момент приближался к 14 тысячам ньютон-метров. Обладая такими характеристиками, Quad L наверняка смог бы проходить четверть мили за 4 секунды или около того. Но, к сожалению, машина никогда не выезжала на дрэг-стрип. По той простой причине, что она не могла двигаться своим ходом. Все дело в том, что Литлу не хватило денег на покупку коробки передач, способной переварить столь огромный крутящий момент. За трансмиссию уникальной конструкции компания, с которой Литл сотрудничал, запросила $5000, при том, что сами двигатели Эллисон в те времена продавались за 50-100 баксов. Вместе с тем, весь бюджет Литла на проект Quad L составлял всего 2000, и по итогу ему пришлось продать почти готовую машину каскадеру по имени Текс Коллинз за $4000. Коллинз собирался довести проект до логического завершения, но, к сожалению, он погиб во время исполнения своих трюков. И незаконченный Quad L на долгое время растворился в истории. Прошли годы, и ржавые останки Quad L вновь всплыли на поверхность и оказались в руках любителя дрэг-рейсинга и коллекционера Майка Гуфи, который провел косметическую реставрацию машины и теперь возит ее по различным автовыставкам. Quad L Джима Литла был далеко не единственным и не первым четырехмоторным дрэгстером, появившимся на свет в золотую эпоху хотродинга. Таких машин на самом деле было довольно много, и многие из них действительно выезжали на гоночные трассы, в отличие от Quad L. Но, по правде сказать, большинство из них не принимали участие в соревнованиях. Их главным предназначением было развлечение публики в перерывах между официальными заездами. И поэтому такие машины назывались термином Exhibition Dragster, то есть выставочный дрэгстер. Об одной такой машине я уже упоминал в выпуске про ракетные турбомосты Турбоник. Если вы его не видели, то обязательно посмотрите, это весьма и весьма занимательная история. Самым же первым хотродером, кому в голову пришла идея создания машины с 4 моторами, стал небезызвестный Микки Томпсон, который вместе с Фрицем Войтом, коллегой по гоночному цеху, еще в 1959 году построил машину с аэродинамичным кузовом под названием Challenger 1. Уже в 1960-м Challenger 1 сумел разогнаться до скорости в 654,22 км в час. И Микки Томпсон сразу же получил прозвище «Самый быстрый человек в мире». Его машина не была предназначена для заездов на четверть мили, однако именно она дала старт целому направлению в строительстве дрэгстеров, имевших по 4 мотора и привод на все колеса.